Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как надежно уберечь собаку от пироплазмоза или бабезиоза. Об опасности этого заболевания знают абсолютно все, у кого есть собака в доме. Еще чумы собак все очень боятся, но бабезиоза я бы боялся больше. Почему? Да потому что чума собак, несмотря на всю свою опасность, достаточно легко профилактируется вакцинацией. Вакцины сейчас очень хорошие, и я даже не помню случая, чтобы не сработала вакцина или хотя бы были какие-то подозрения на это. Сейчас случаи чумы в основном бывают только тогда, когда если по каким-то причинам не привили животное. И если даже теоретически где-то не сработает вакцина, то это будет ЧП всемирного масштаба. Вот настолько доверяют вакцине и настолько высокие требования к ее эффективности. С пироплазмозом ситуация совсем другая. Все понимают, что для того, чтобы защитить собаку от пироплазмоза, надо защитить собаку от клещей. Для этих целей сейчас много чего есть. И ошейники, и спреи, и капли, и таблетки. И все производители утверждают, что их препараты самые эффективные и надежные в борьбе с клещом. Я знаю очень много случаев, когда люди на протяжении нескольких лет используют тот или другой препарат. Очень хвалят его, а потом в ужасе прибегают ко мне и говорят: доктор, ой, что делать? Я на своей собаке под ошейником обнаружила парочку живых клещей. О, ужас! Это еще не ужас. Намного хуже бывает, когда это заканчивается болезнью собаки. Так как же надежно защитить свою собаку от клещей? Для этого надо понимать несколько моментов. Момент первый. Помните, что золотых таблеток не бывает, особенно при защите от клеща. И когда вам кто-то говорит, что препарат их фирмы самый эффективный, то помните, что это все относительно. Самая высокая эффективность препаратов от блохи клещей колеблется на уровне 94-96%, плюс-минус. Но даже этой информации в инструкции по применению препарата нет. Во всех инструкциях, как правило, пишут, что препарат эффективно защищает от клещей. Да, в рекламных проспектах писать могут все, что угодно. Это не есть официальный документ. А вот наставление по применению препарата – это уже документ, который утвержден Госветслужбой. Поэтому там нет лишних слов, к которым можно было бы потом прицепиться. Хотя, в принципе, вас никто и не обманывает, смотря что с чем сравнивать. Если сравнивать эффективность защиты необработанной собаки и обработанной, то разница будет колоссальной. У собаки, которая была обработана от клещей, вероятность заболеть пироплазмозом будет в разы меньше, чем у той, которая не была обработана. А если чья-то собака попала в оставшиеся 5%, при которых препарат дал пробой, то это как бы уже и много. А если, не дай бог, еще и ваша собака попала в этот процент, то это уже настоящая катастрофа. Мало того, что деньги были потрачены на сам препарат от клещей, так это могут быть еще и колоссальные затраты на лечение. И это в лучшем случае, а в худшем собака может и погибнуть. И тогда человек получает потерянное время, нервы и, конечно же, деньги. Поэтому помните, что слово «самый эффективный» в одних и тех же случаях может иметь разную окраску. Я знаю одно, что несмотря на то, что кто-то будет утверждать, что препарат его фирмы самый лучший, он никогда не подпишет договор, что в случае пробоя препарата фирма-производитель возместит вам все убытки. А раз так, делайте выводы, что кроется под словом «самый эффективный». Договор на гарантийное обслуживание автомобиля я видел даже на 5 лет. А вот гарантии какого-то производителя препарата на защиту собаки от клещей я не видел даже на 1 месяц. И несмотря на маркетинг, который кроется под словом «самый эффективный», несмотря на всю относительность этого утверждения, обрабатывать собаку от клещей обязательно надо. И более того, производители абсолютно ни в чем не виноваты, что нет препаратов, которые бы со 100% гарантией защищали вашу собаку от бабезиоза. Увы, так устроены клещи. Препараты на них действуют по-разному. И к тому же у клещей постоянно развивается устойчивость к тем или иным действующим веществам. Так что не очаровывайтесь ни на какие слова продавцов о высокой эффективности препарата. Итак, пункт 1. Препаратов эффективных на все 100% нет, но обрабатывать собаку от клещей однозначно надо. Сразу же возникает следующий вопрос. Так а что же делать еще, чтобы повысить эффективность обработки собаки от клещей? Особенно в тех случаях, когда опасность заражения пироплазмозом очень высокая. Существует достаточно много подходов. Подход, который мне нравится больше всего, это обработанную от клещей собаку после прогулки в местах, где могут быть клещи, осматривать на предмет их наличия. Если же вы гуляете с собакой в лесу, где клещей очень много, то тогда собаку надо осматривать чаще, каждые пару часов.
Следует помнить, что собака заразится бабезиозом, если клещ продержится на ней более 48 часов. Если за это время вы снимете клеща с собаки и даже его головка оторвется при этом, то пироплазмоз не возникнет. Сама по себе головка клеща не сможет вызвать заболевание. Ну, разве что будет какое-то воспаление. Но это просто чепуха в сравнении с опасностью возникновения пироплазмоза. Существуют еще и другие подходы защиты от пироплазмоза. Я не скажу, что я их полностью одобряю, но тем не менее они есть. Это комбинированная обработка против клещей. Например, перед прогулкой в лес, если животное уже обработано каплями или на нем одет инсектоакарицидный ошейник, то дополнительно еще обрабатывают каким-то спреем от клещей, например. Это, конечно, дополнительная токсическая нагрузка на организм собаки, но я еще ни разу не наблюдал каких-то признаков интоксикации из-за этого. Для лечения пироплазмоза сейчас очень широко используют антипротозойные препараты на основе имидазолина с действующим веществом имидокарб. Эти препараты сейчас считаются самыми эффективными и безопасными для организма собаки. Так вот, многие производители рекомендуют применять их с профилактической целью. Защитный эффект после инъекции препарата сохраняется в течение 4 недель. Не скажу, что я в восторге от этого, но раз об этом написано в официальной инструкции, то это значит, что они проводили исследования на этот счет, насчет токсичности препарата. Я знаю некоторых людей, которые так делают уже на протяжении ряда лет, и будто бы ничего плохого в этом пока нет. Но подчеркиваю, что я от этого не в восторге. Для профилактики бабезиоза еще существуют и вакцины. Это пиродоуг и нобивак пира. Их эффективность колеблется где-то на уровне 80%. Это значительно меньше, чем у акарицидных препаратов, но если сочетать вакцины и препараты, то получается очень даже неплохо. Но ни личного опыта, ни какой-то другой объективной статистики по данному вопросу у меня, к сожалению, пока нет. Но я бы все равно советовал вакцинировать, если есть такая возможность. Хотя и стоят такие вакцины очень недешево. Ну вот, пожалуй, и весь арсенал защиты от бабезиоза. Но при любом выбранном вами подходе защиты от клещей, внешний осмотр я бы рекомендовал проводить в обязательном порядке. Да, еще момент. Если вы нашли клеща, сняли его еще когда не прошло 48 часов, но ваша душа, как говорится, не на месте, то сдайте кровь в лабораторию. Сейчас это достаточно легко проверяется при помощи полимеразной цепной реакции. И тогда вы окончательно успокоитесь. Или, опять же, если вы сильно переживаете, что сняли клеща с собаки, но по какой-то причине не можете сдать кровь в лабораторию, то тогда для профилактики можете уколоть препарат на основе имидазолина, о котором я говорил выше. И тогда тоже никаких проблем с возникновением пироплазмоза не должно быть. В общем, если все сделать по правилам, вовремя все замечать и вовремя все сделать, а это зависит только от вас, то тогда никакой бабезиоз не будет страшен для вашей собаки. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!